Жаркое солнце беспощадно выжигало красную почву Аризоны, превращая дорогу в раскаленную полосу, над которой дрожал воздух. Колт Риверс, бывший армейский разведчик, а теперь одинокий хозяин ранчо неподалеку от Тусона, заметил на горизонте темную фигуру. Она двигалась неровно, словно боролась с каждым шагом. Сначала Колт решил, что это очередной обман зрения, которыми пустыня издевается над путниками. Но его конь резко занервничал, и сомнений не осталось, впереди был живой человек. Посреди дороги стояла женщина из племени апачей. Высокая, крепкая, с лицом, испачканным пылью и засохшей кровью. Одежда была разорвана, кожа обожжена солнцем, а в дрожащей руке она сжимала револьвер, направленный прямо ему в грудь. Колт остановил коня не из-за ее вида, а из-за взгляда, темного, напряженного, полного ярости и боли. Женщина была серьезно ранена. Это было видно сразу. Нога туго перевязана грязными полосами ткани, на боку проступали свежие кровавые пятна. Но даже на грани истощения она не выглядела сломленной. Это был не человек, просящий спасения, а загнанный зверь, готовый драться до конца. Силы покинули ее внезапно. Колени подогнулись, оружие выпало из руки, и она начала падать. Колт успел подхватить ее, прежде чем тело ударилось о землю. Сопротивление было слабым, усталость взяла верх. От ее кожи исходил жар лихорадки. Не раздумывая, он усадил ее в седло перед собой и направил коня к ранчо. 2 часа пути прошли в напряженной тишине. Колт понимал только одно: женщина бежала от чего-то страшного, и если она здесь, значит, за ней могут прийти. Его дом был простым: деревянная хижина, конюшня и загон. Здесь он жил один уже 3 года, с тех пор, как потерял жену. Одиночество стало привычным, почти родным. Он перенес женщину внутрь и уложил на кровать. При свете керосиновой лампы раны выглядели еще хуже. Глубокий порез на бедре, синяки на руках, следы веревок на запястьях. Ее держали связанной. Она вырвалась. Колт долго обрабатывал раны, зашивал кожу, накладывал мази из трав, которые собирал годами. Женщина металась в бреду, произносила слова на языке апачей. Иногда повторялось одно имя — Ная. Даже без сознания в ней чувствовалась несгибаемость. Сильные плечи, мозолистые ладони, она была воином, а не жертвой. Ночью вокруг завыли койоты. Колт зарядил винтовку и держал ее рядом. На рассвете его разбудил грохот. Женщина стояла у стола, шатаясь, с ножом в руках. В ее глазах смешались страх и готовность убивать. Колт не стал делать резких движений. Он позволил ей осмотреться, увидеть перевязанные раны и понять, что она все еще жива. Постепенно напряжение ослабло. Она назвалась Майей. Рассказала, что бежит от людей, которые считают, что могут владеть другими. Ее семья продала ее торговцу людьми, известному на границе Аризоны и Соноры. Его звали Рафаэль Мендоса. Он вез ее на юг, но она убила одного из охранников и сбежала. Причина, по которой от нее отказались, оказалась страшнее самой погони. Майя показала старые шрамы, не боевые, а клейма. В детстве шаманы объявили ее проклятием, потому что она родилась между 2 полами. Пока были живы родители, ее защищали. После их смерти племя решило избавиться от нее. Колт не испытывал отвращения, только ярость к тем, кто это сделал. Для него чудовищем был не человек перед ним, а мир, который позволил так поступить. Следующие дни они готовились. Колт укреплял ранчо, обучал Майю стрельбе и обнаружил у нее редкий талант. Она, в свою очередь, показывала ловушки апачей и приемы ближнего боя. Между ними возникло молчаливое доверие. На 3-й день на горизонте появилась пыль. 9 всадников. Мендоса пришел за своим товаром. Бой был жестоким и коротким. Ловушки сработали. Выстрелы разорвали утреннюю тишину. Нападавшие дрогнули, не ожидая сопротивления. Один за другим они падали или бежали. В конце остался только сам Мендоса и его телохранитель. Майя вышла к нему сама, несмотря на раненую ногу. Когда все закончилось, пустыня снова стала тихой. Опасность ушла навсегда. Она выжила. Майя осталась на ранчо. Недели сменялись месяцами. Дом, в котором давно не было тепла, снова стал живым. Здесь ее не называли проклятием. Здесь ее видели человеком. Под звездным небом Аризоны 2 сломанные судьбы нашли то, чего не искали. Принятие, покой и начало семьи, выбранной не кровью, а сердцем. Ветер унес следы прошлых битв, оставив только обещание: впереди будет трудно,
но теперь не в одиночку.